Это шокирующее открытие дрона повергает ученых в трепет. Удивительные места и природные чудеса, открытые с помощью беспилотников и современных технологий, поражают воображение. Сегодня я подготовил для вас подборку невероятных открытий, странных явлений, снятых на камеру дрона, а также вы узнаете, как дроны помогают, защищают памятники. Поехали! Каменные залы в горах. Затерянное среди крутых утесов горного массива Джунду, недалеко от Пекина, скрывается необыкновенное строение, состоящее из нескольких взаимосвязанных каменных залов. По местным преданиям, оно существует уже сотни лет, и каждый зал соединен сложной сетью коридоров и переходов. Исследователи по сей день ломают головы над тем, как древние люди смогли так мастерски выдолбить камень и организовать в его недрах полноценные жилые помещения. Внутри этого комплекса обнаружились комнаты различных размеров и форм с необычными окнами и даже каменными ложами. Все это указывает на то, что здесь некогда обитала высокоразвитая культура. Однако, кто же стоял за созданием этого сложного сооружения и с какой целью оно было построено, остается загадкой. Существует несколько гипотез. Одни считают, что эти лабиринты служили военным укреплением, другие предполагают, что они были тайным убежищем для тех, кто спасался от преследования. Как же было на самом деле, науке пока неизвестно. Гигантские структуры подо льдами Антарктиды. Для того, чтобы понять, как океан воздействует на таяние шельфовых ледников Антарктиды, ученые использовали дистанционно управляемый аппарат, который был отправлен под шельфовый ледник Дотсона в западной части континента. Карты региона создавались с помощью сонара. В ходе исследования подводный беспилотник преодолел более 620 миль в обоих направлениях, погрузившись в ледяную полость на глубину 10,5 миль. До этого мы использовали спутниковые снимки и анализ ледяных кернов для наблюдения за изменениями ледников. Однако, отправив аппарат под лед, нам удалось получить карты с высоким разрешением нижней поверхности льда. Это можно сравнить с тем, как будто мы заглянули на обратную сторону Луны. Это крайне важно для понимания процессов, происходящих в Антарктиде, пояснила Анна Валин, ведущий автор исследования и профессор океанографии в шведском Гетеборгском университете. Результатами исследования стали довольно интересные открытия, например, необычные формы пиков и долин у основания ледника, где подводные течения медленно размывают лед, продвигаясь внутрь трещин. Особенно любопытным было то, что эти пиковые и долинные образования напоминали песчаные дюны протяженностью до 1300 футов. Изучив их, команда пришла к выводу, что они могут быть результатом движения воды под ледником, вызванного вращением Земли. Если внимательно рассмотреть эти структуры, можно заметить их асимметричность и изгиб, похожий на мидий. Это связано с вращением Земли. Вода в движении на южном полушарии подвержена действию силы Кориолиса, которая отклоняет ее влево относительно направления движения, объяснила Валин. Процесс, создающий эти структуры, называется спираль Экмана. Когда ветер воздействует на верхний слой воды, он передает свое движение на более глубокие слои. Каждый слой воды движется медленнее предыдущего, пока движение не прекращается на глубине около 328 футов. Влияние силы Кориолиса заставляет потоки в северном полушарии отклоняться вправо, а в южном — влево, создавая эффект спирали. В результате более глубокие слои воды, движущиеся медленно, начинают двигаться против течения верхнего слоя. Польские леса. В глубинах польских лесов, особенно в районах Нижней Силезии и у Мазурских озер, дроновые технологии позволяют обнаруживать старые бункеры, построенные во времена Второй мировой войны. Многие из этих объектов были забыты на долгие годы и полностью покрыты растительностью. Эти оборонительные сооружения были возведены с целью защиты от наступления советских войск и стали частью так называемой Восточной стены. Сегодня, благодаря возможностям беспилотников, исследователи могут проникать в такие труднодоступные места и находить в полуразрушенных бункерах остатки военной техники, агитационные плакаты, оружие и даже засекреченные планы. Эти находки помогают историкам восстановить картину того, как нацистская армия готовилась к обороне в этих регионах, а также дают представление о жизни и быте солдат, которые были вынуждены скрываться в таких суровых условиях среди лесов и болот. Соединение двух рек с разной температурой воды. Современные аэросъемки высокого разрешения позволили обнаружить новые, ранее неизвестные помещения и коридоры, что свидетельствует о гораздо более масштабных подземных структурах, чем считалось ранее. В Швейцарии, в Женеве, существует уникальное место, где встречаются две реки – кристально чистая Рона и мутная Арва, насыщенная осадками. С высоты полета беспилотника можно наблюдать, как эти два потока текут рядом, не смешиваясь сразу, создавая ярко выраженную границу между водами – голубым и коричневым цветами. Это явление объясняется различиями в температуре, скорости течения и содержимом воды. Помимо визуальной красоты, такой природный контраст представляет собой важный объект исследования для ученых в области экологии и гидрологии.
Изучая, как эти два разных потока сливаются, специалисты могут предсказывать поведение других крупных рек, определять, какие факторы влияют на распределение осадков и разрабатывать методы для сохранения здоровья водных экосистем. Римская статуя в римских лесах. В одном из живописных уголков Италии перед глазами открывается величественная статуя Апеннинского колосса, который словно слился с окружающими скалами и густыми лесами. Существует легенда, что ее создал выдающийся скульптор эпохи Возрождения Джамбалонья, вдохновленный образами древних титанов. Эта массивная фигура, вырезанная из камня, символизирует дух Апеннин, выражая борьбу между природной силой и человеческой решимостью. Величина статуи поразительна, а ее рука и нога будто срастаются с выступами горных пород. Она выглядит как древний страж, охраняющий забытые тайны и мифы прошлого. Стоя рядом, ощущаешь, как искусство передает не только красоту, но и мощь природы. Причудливые формы жизни на Гавайях. Многовековые лавовые пещеры Гавайских островов образовали сложную сеть подземных тоннелей и пещер. Несмотря на то, что условия жизни в этих местах крайне неблагоприятны, темные, холодные, с высокими концентрациями токсичных минералов, ученым удалось обнаружить тысячи неизвестных видов бактерий, которые могут значительно расширить знания о так называемой микробной темной материи. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Microbiology, раскрывает удивительное разнообразие бактериальной жизни в вулканической среде островов. Исследователи из Гавайского университета в Маноа, сотрудничая с НАСА, собрали десятки генетических образцов рибосомной РНК из активных геотермальных жерл и различных лавовых труб и пещер, возраст которых варьируется от 400 до 800 лет. Из-за экстремальных условий эти участки содержат меньшее количество микробных видов и имеют более низкую численность бактерий. Однако, к большому удивлению ученых, именно в таких экстремальных местах были найдены бактерии с гораздо более сложными взаимодействиями между собой. Обнаруженные бактерии также редко пересекаются с другими видами, что позволяет предположить, что каждая из этих сред имеет свой уникальный микробный экосистем. Ученым предстоит изучить и идентифицировать еще тысячи новых видов. Одним из самых интересных открытий были бактерии, известные как Chloroflexi. По словам ученых, эти бактерии могут быть центральными организмами, играющими неотъемлемую роль во взаимозависимой сети других микробных видов. Именно Chloroflexi были обнаружены на всех исследуемых участках. Chloroflexi — чрезвычайно разнообразная группа бактерий, выполняющих множество различных функций в самых разных средах, но они недостаточно изучены, поэтому мы не знаем, что они делают в этих сообществах. Некоторые ученые называют такие группы микробной темной материей, невидимыми или неизученными микроорганизмами в природе, пишут ученые. Интересно, что результаты исследования могут помочь в поиске древней жизни на Марсе. Вулканические системы на Гавайях геологически схожи с системами на древнем Марсе, где были действующие вулканы и геотермальные жерла. Если микробная жизнь способна процветать в суровой среде под Гавайями, то подобные организмы могли когда-то жить и на Марсе. Удивительно разноцветное озеро Хиллер. Представьте озеро не голубое и не зеленое, а по-настоящему розовое, словно наполовину наполненное клубничным молоком. Такое природное чудо можно найти на одном из удаленных островов у западного побережья Австралии. С высоты оно резко контрастирует с темно-синим океаном и выглядит как нежное пятно среди зелени соленых лагун. Ученые объясняют этот удивительный цвет присутствием микроорганизмов, которые выделяют особые пигменты. Вода в озере Хиллер невероятно соленая, создавая тем самым идеальные условия для существования этих необычных бактерий и водорослей. Интересно, что цвет не исчезает, даже если взять воду в стакан. Добраться до этого загадочного места непросто, и именно поэтому лучшие фотографии обычно сделаны с дронов. Из-за своей удаленности и заповедного статуса попасть туда можно только по специальным разрешениям, что придает озеру еще большую тайну. Каменные топоры в лесах. Амазонии. В отдаленной и труднодоступной части амазонских дождевых лесов бразильские исследователи обнаружили изолированное племя, которое все эти годы живет в полной отгороженности от внешнего мира. Оно избегает контактов с цивилизацией, сохраняя свой традиционный образ жизни и защищая его от болезней и чуждых влияний. О существовании этого народа долгое время лишь подозревали, находя редкие следы. Старинные каменные топоры, выточенные вручную, подтверждают, что это племя использует традиционные методы труда. Однако именно дрон позволил ученым зафиксировать с воздуха строения и поля, которые они обрабатывают. Снимки показывают, как племя живет счастливо, строит дома из листьев, выращивает сельскохозяйственные культуры, а также занимается охотой и рыболовством. Предполагается, что в Амазонии скрывается еще несколько таких общин. Современные технологии помогают их обнаружить
обнаруживать и защищать, не нарушая привычный уклад жизни. Иногда дроны оказываются незаменимыми не только для археологов, но и в экстремальных ситуациях. Например, в одном из каньонов произошел обвал, и турист оказался в ловушке в узкой пещере. Однако дрон, снимающий пейзажи, заметил движение и зафиксировал сигналы человека. С помощью этих данных спасательная группа смогла точно определить местоположение пострадавшего и вытащить его живым и невредимым. Этот случай наглядно демонстрирует, как новые технологии могут спасти жизни в самых сложных условиях. Дрон на страже защиты памятников. В китайской провинции Ганьсу расположены древние буддийские гроты Майшань, уникальное произведение искусства, которому уже много сотен лет. Каменные стены этих гротов украшают интрикат скульптуры, фрески и статуи. Однако, благодаря своему расположению на крутых обрывах, памятник подвергается дополнительным рискам разрушения. В таких условиях дроны стали незаменимыми союзниками для ученых. Беспилотники поднимаются в самые труднодоступные участки, где фиксируют даже мельчайшие трещины и признаки разрушения. С помощью этих технологий ученые смогли вовремя обнаружить угрозу обрушения породы после сильных дождей и принять меры для предотвращения падения камней. Таким образом, дроны не только защищают культурное наследие, но и значительно углубляют наши знания о древних памятниках, играя ключевую роль в их сохранении и исследовании. Лицо отшельника в лесу. В одном из старых заброшенных карьеров Эдинбурга, который позднее преобразовали в парк Хейлс-Куори, существует легенда о человеке-отшельнике, когда-то жившем в этих местах, когда карьер еще функционировал. По рассказам местных жителей, он обитал в пещере где-то поблизости, однако никто не мог точно подтвердить его существование. В ходе благоустройства парка было решено увековечить память об этом таинственном затворнике, создав гигантское лицо, вырезанное в одном из скальных выступов. С высоты дронов можно разглядеть, как этот огромный профиль словно появляется среди зелени, смотрящей на посетителей. Хотя сама фигура не имеет древнего происхождения, она кажется носителем истории человека, который когда-то выбрал каменные недра как свое убежище. Теперь этот образ стал неотъемлемой частью ландшафта, живя в нем и напоминающий о таинственном прошлом этого места. Врата богов в Перу. На юге Перу, недалеко от озера Титикака, находится таинственное сооружение, известное как Врата богов или портал Рамумуру. Это огромная плита из розового гранита, вырезанная в форме массивной двери. Вопрос о том, кто и с какой целью создал это необычное строение, до сих пор вызывает горячие споры. Одни считают, что оно является творением доингских цивилизаций, другие предполагают, что за этим могут стоять пришельцы. Легенды местных шаманов гласят, что портал — это мистический проход в другие миры, охраняемый духами. С высоты дронов становится ясно, насколько точно обработан камень и как идеально выверены пропорции этой двери. Хотя некоторые считают, что это могло быть результатом редких геологических процессов, загадка, окружавшая Врата богов на протяжении многих столетий, остается одной из самых интригующих тайн региона. Деревня в пустыне. В пустынях Нью-Мексико на солнечных просторах археологи давно занимаются изучением древней деревни Блю-Джей, которая по оценкам насчитывает несколько сотен лет. Еще в середине 20 века было установлено, что здесь когда-то находилось несколько десятков пуэбло, расположенных вокруг ценного источника пресной воды. Однако многие аспекты истории этой деревни оставались неясными, так как части руин были скрыты под слоями песка и растительности. Недавно группа ученых использовала небольшой дрон с тепловизионной камерой и обнаружила новые формы и структуры, которые ранее не были замечены. Особенно поразительным оказалось то, что, судя по тепловым следам, глубоко под землей может располагаться круглое помещение, которое предположительно было ритуальным. Это напоминает подземные залы, известные как кива, которые характерны для культур, связанных с народами Чако. Хотя сохранившихся зданий в Блю-Джей немного, это открытие указывает на наличие священных мест и сложной церемониальной жизни в этой древней деревне. Врата в ад. В уединенных уголках Туркменистана скрывается знаменитая пропасть, которая уже давно привлекает внимание как Врата в ад. История этого места начинается несколько десятилетий назад, когда в результате обрушения Земли над залежами природного газа образовался гигантский кратер. Ученые приняли решение поджечь его, чтобы предотвратить опасное выделение ядовитых веществ, и рассчитывали, что огонь погаснет всего за несколько недель. Однако пламя продолжает бушевать по сей день. С края кратера открывается невероятный вид на огромное пылающее озеро, которое окружает кратер диаметром в десятки футов. Огненные языки пламени не прекращаются, подпитываемые постоянными выбросами газа. Жара здесь настолько невыносимая, что находиться рядом невозможно. Этот уникальный огненный кратер стал одной из самых ярких природных достопримечательностей, привлекающих искателей острых ощущений. Кто же не захочет увидеть собственными глазами бездонную огненную пропасть, раскрытую в самой земле? Заброшенная погребальная пещера.
В отдаленном ущелье на острове Гран-Канария, который является частью Канарского архипелага, дрон случайно наткнулся на забытую погребальную пещеру. В ходе раскопок ученые обнаружили останки нескольких десятков людей, включая детей. Исходя из находок, исследователи предполагают, что захоронения принадлежат гуанчам и частично испанцам, ранее населявшим эти земли. По данным археологов, пещера датируется концом первого тысячелетия нашей эры. Среди предметов были найдены погребальные саванны, изготовленные из растительных волокон и шкур, что указывает на высокоразвитую ритуальную практику гуанчей. Хотя раньше находили подобные коллективные захоронения на Канарах, останки младенцев в этом контексте встречаются впервые. Это открытие заставило ученых пересмотреть свои представления о погребальных традициях этой загадочной цивилизации. Загадочные круги в пустыне Калахари. На бескрайних просторах пустыни Калахари можно обнаружить удивительные феномены, так называемые волшебные круги. Это участки земли круглой формы, где ничего не растет, но вокруг виднеется яркое кольцо зеленой травы. Ученые бьются над разгадкой этой тайны уже многие десятилетия. Существует несколько теорий. Одна из них предполагает, что термиты, изменяющие состав почвы, являются причиной этих пустых кругов. Согласно другой гипотезе, таким образом растения могут оптимизировать процесс сбора и сохранения воды. С развитием технологий, особенно дронов, ученым удалось получить точные снимки с воздуха, на которых эти круги выглядят особенно выразительно. Исследователи полагают, что благодаря этим кадрам удается получить ключ к пониманию адаптивных механизмов растений в суровых условиях пустыни. Так или иначе, эти природные образования могут быть примером чрезвычайно эффективной системы распределения воды, позволяющей растительности выживать и формирующей эти характерные кольца в пустынном ландшафте. Глаз Сахары. В западной части Сахары расположена удивительная геологическая формация, известная как глаз Африки или глаз Сахары. Если взглянуть на это образование с высоты, оно представляется как кольцевая структура, схожа с гигантской мишенью, с кругами, расходящимися от центра. Ранее существовала гипотеза, что это след от метеоритного удара. Но научные исследования показали, что порода в кольцах не имеет характерных признаков взрывного воздействия. Современная версия утверждает, что образование глаза Африки является результатом многовековой эрозии и медленного поднятия земной коры, что привело к возникновению этой впечатляющей концентрической структуры. Каждый слой образует складку, постепенно открывая новые геологические пласты, а с высоты эти круги выглядят как фантастический узор, высеченный в песках Сахары. Странные холмы, на которых стоит город в Италии. Интересное открытие было сделано с помощью дронов на Сицилийском острове в небольшом городе Чентурипе. На первый взгляд город выглядит как фигура человека, если рассматривать его с высоты. Это уникальное явление было замечено местным фотографом, который решил использовать беспилотник, чтобы снять серию фотографий города. Он соединил их в панорамный снимок, который поразил многих. Город расположен на 5 возвышенностях, которые расходятся от центральной части, напоминающей руки и ноги. Этот удивительный географический факт вызывает вопросы. Было ли это задумано человеком много веков назад, или же такое расположение является случайным природным феноменом? Чентурипе имеет долгую историю, и здесь сохранилось множество древнеримских артефактов, но теперь город известен также и своим необычным обликом, похожим на человеческую фигуру. Иногда, чтобы что-то как следует разглядеть, нужно подняться на высоту. Иногда от того, что мы увидим, наша картина мира может кардинально измениться. Однако в моем предложении, которое я хочу вам сделать, друзья, все просто и прозрачно. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. А на сегодня это все. Благодарю за просмотр.